Все, что ты, наверное, можешь вот себе вообразить в голове, я убедилась, на это рано или поздно кто-то снимает или снимет порно. Типа там кредиты, давай закроем, тебя отснимут во всем шлаке, который вообще можно, на который ты вот максимально согласишься, все, тебя не в чем будут уже снимать. Есть порно-кастинг в интернете, ты должна себя огурцом залить это все типа на видео, вот, если мы победим, то мы продадим твои шапки. Основа эскорта — это не секс на самом деле. Мне человек говорит, что он хочет, я ему озвучиваю цену. Цена не поменяется. Стакан с водкой за ваше здоровье. Всем привет, дорогие друзья! Меня зовут Саша, я телеведущая и автор программ. Вполне вероятно, вы уже видели меня на YouTube-канале «Я дома», где я обозреваю элитную недвижимость либо на Москва-24 или НТВ. Но настало время двигаться дальше, и добро пожаловать на мой личный канал. Самое время подписаться, поставить лайк мне и написать хороший, добрый комментарий нашей замечательной гости. Сегодня это настоящая звезда. Друзья мои, я уверена, что у кого-то из мужской половины аудитории, вероятно, на телефоне где-то в сохраненках есть даже ее фото. Сегодня мы с вами общаемся с Лилит Либер, и у нее миллионы просмотров на взрослом YouTube. Привет! Привет, привет. Лилит, расскажи, чем ты занимаешься? Ну, если так можно сказать, в широком смысле я актриса. Просто у нас это совсем недооцененный такой жанр актерского мастерства. И, наверное, больше у нас в стране я отношусь к категории модель. Я модель эротического жанра. Почему ты выбрала именно эту профессию? Это произошло вообще на самом деле случайно. Просто в один прекрасный момент мне нужны были деньги, и моя знакомая просто говорит: хочешь, снимешься, типа, там, 5 видосов, грубо говоря, там тебе вся поездка оплачена, все такое, ну, как бы закроешь свои финансовые там трудности. Я думаю, ну, чё бы и нет. Я никогда не относилась к этому как-то так, чтобы табуировать это в своей голове и думать: боже мой, типа, ты делаешь какую-то страшную вещь. Я думала, это просто потеряется на просторах интернета. Я вообще никогда не думала, что это, типа, там, какие-то просмотры будут набирать. То есть, ну, много ли девушек, похожих на меня? Да дофига. Много ли снимается порно? Дофига. Я думала, просто, ну, как капля в океане затеряюсь, но как-то так получилось, что, видимо, не знаю, может быть, ну, образ какой-то понравился там зрителям. Не знаю. Ну, вот у меня с самых первых видосов ну, довольно-таки много просмотров стало набираться. Я поняла, что это возможный путь, чем бы... Почему бы себя не попробовать в этом, в общем? Расскажи, пожалуйста, про свое детство, откуда ты родом, из какого города, что помнишь про детство. Я из Москвы, родилась, выросла в Москве. Детство у меня было довольно-таки бедное, ну, как в плане... Мама работала на 2 работах, там, дедушка работал, хотя был на пенсии, там, бабушка сидела со мной. Моя мама родила меня в 18 лет. Очевидно, она сама не особо представляла, как быть мамой. Ну, мои родители разошлись, как бы, потому что им, опять же таки, было мало лет, я никогда вообще даже не спрашивала у них, почему разошлись. Ну, очевидно, никто, практически, наверное, очень маленький процент браков с такого маленького возраста сохраняют там до старости, как бы, союз. С самого детства, как бы, ну, думаешь, типа, там, смотришь вокруг себя, там, люди, которые, там, я не знаю, за свою там зарплату там ратуют так и говорят, что ты должен жить по системе. Вот школа, институт, брак, завод, пенсия. Слава богу, на пенсии. Вот у нас главное пенсионное отчисление, фонд. Вот что-то в этом роде я слышала. Я, очевидно, не хотела так жить. Я не видела, наверное, смысла в большинстве из вообще того, чем меня пытались, наверное, вот напихать. У моей бабушки, как бы, точнее, была мечта, чтобы я стала художественной гимнасткой. Я даже была в школе Олимпийского резерва по художественной гимнастике. Меня дали там, типа, в 4 года или что-то такое. То есть, очевидно, меня не спрашивали. И я не помню ни одного выходного из своего детства, когда вот я не иду в школу, чтобы я проснулась и просто могла бы ничего не делать. Это ты просыпаешься в 8 утра и такой: так, мне нужно на тренировку. И ты каждый практически день после школы, либо ты в субботу, вообще с утра, ты уже вот как бы
там, и у тебя нет детства в плане того, что там все подружки типа, ой, мы на день рождения типа ходили, там, ой, смотри, там, жалко тебя не было, и ты думаешь, а у меня даже нет возможности социализироваться, потому что у меня нет времени. Тот образ того общества, в котором я выросла, очевидно, как-то мне не подходил, я как-то не вписывалась в эти, наверное, рамки, не знаю, ну и я просто поняла, что я не хочу жить, как люди вокруг. Ты не хочешь, там, чтобы у тебя, там, не знаю, не было денег на фрукты банально. Типа, ты не хочешь, чтобы я, там, не знаю, считать каждую копейку и из-за нее, там, не знаю, вот реально гробить там свое здоровье на заводах. А сейчас твои родственники, они в курсе, чем ты занимаешься? Их, к сожалению, уже нет живых. Ты тяжело пережила потерю? Да. Ну, то есть я осталась как бы без моей семьи еще до того, как мне исполнилось 18 лет. Какое-то время я провела в интернете. Жестокий, ужасный, какой-то отрешенный вообще от реальности того, как я живу сейчас. Вот какие-то те вот отголоски воспоминаний, которые вот моя психика так или иначе типа сохранила. Ну, это очень травматично. Я до сих пор как бы прохожу, наверное, какую-то посттравматизацию чего-то. Но как бы мы все в 21 веке живем и понимаем, что если у тебя есть проблема вот как бы в голове, да, ты просто берешь, идешь к врачу, говоришь, у меня вот такая-то, такая-то проблема, давайте-ка с этим что-то будем делать. И ты как бы это решаешь, ты, ну, то, что очевидный выход у большинства детей, которые вот из детдома выходят, они там спиваются, старчиваются, я не знаю, там, то есть ты пытаешься бежать от этой реальности, ты пытаешься бежать там от своих проблем и так далее. Просто им не объясняют, что как бы цивилизованный выход как бы есть, и как бы, ну, ты можешь действительно жить нормальной жизнью, ты можешь там действительно чувствовать себя нормально, ты можешь как бы, там, твои чувства важны, ты важен, там, и все такое, и ты имеешь право на нормальную жизнь дальнейшую, несмотря на то, что как бы она началась вот так хреново. Ну вот, к сожалению, вот у нас общество вот так вот погано устроено. То есть ты ходишь к психологу, или ты сама это все прорабатываешь? Психоаналитику, да. Круто. Просто вот мое восхищение, честно. Ну, просто у меня как бы еще с детства мне поставили такой диагноз, который у нас в стране вообще никогда не считался диагнозом. Для моей бабушки это звучало ровно как: ты просто ленишься, вот если бы вот могла бы, старалась бы, вот все бы у тебя было, вот все можешь, когда захочешь. А так это вообще диагноз звучал как СДВГ, это синдром дефицита внимания, то есть мне очень трудно сосредоточить до сих пор свое внимание на чем-то одном очень длительное время. То есть, типа, сидеть, собирать пазл 2 часа, это вообще моя мечта, наверное. У меня, типа, мозг, он вот как у 5-летнего ребенка, ему все вокруг интересно. И он при этом ни на чем не застряет серьезное внимание. Это как будто вот реально тебе 5 лет, ты не спал 2 суток, при 40-градусной жаре ты просто крутишься на этой детской карусельке до тошноты, ты объелся сладкого, тебя тошнит, и ты еще такой, типа, миллион вопросов. Вот как-то так, наверное, ты себя чувствуешь в самые такие поганые периоды. С этим ко мне пришла бессонница. Это тоже как бы, ну, не в плане там, ой, я не могу заснуть, типа 2 часа ворочаюсь в кровати. Нет, типа ты там по 3, по 4 суток не можешь заснуть, у тебя там визуалы начинаются, у тебя просто мозг не выключается. С событиями на фоне у меня есть клиническая депрессия, которая, очевидно, тоже как бы поддается терапии и должна поддаваться терапии. Какие эмоции ты пережила, когда в первый раз это все случилось? Как это все происходило? Куда ты поехала? Это было в Санкт-Петербурге. Это было, как сказать... То есть я представляла примерно, как это будет. И у меня так получилось, что это был сразу жесткий жанр. То есть обычно начинают с каких-то более нежных каких-то характеров съемок. Но у меня вот так получилось, что сразу это было что-то вроде как хард-версия. И, ну, наверное, я как-то больше даже не помню сам процесс съемки. Ну, очевидно, это понятно, что там происходит. Наверное, я больше запомнила какие-то урывки из тех моментов, потому что, ну, как-то, не знаю, память, наверное, вытеснила из-за стресса, может быть, или как-то еще. Ну, то есть я помню такую фразу режиссера, он такой говорит:
это что-то слишком, типа, эмоционально, говорит, и вот либо это, типа, зайдет, либо вообще не зайдет. Я такая думаю, ну ладно. Вот. И что-то я помню, как мне снимали одну, там сначала мне снимали одну, там, типа, я как кривляюсь, там, типа, перед камерой кручусь, верчусь, а потом, типа, как бы начинался сам процесс, и, ну, соответственно, заходил мужчина в кадр и все такое. Помню, вот когда меня снимали одну, я прям так старалась, так волновалась прямо из-за этого, как будто прям целое событие прямо, вот. А потом как-то, не знаю, наверное, все просто привыкаешь к этому, наверное, я не знаю. Ну, я помню, когда я приехала вот первый раз со съемок, я не могла, наверное, слово «секс» даже произнести, меня аж тошнило, я такая, думаю, господи, люди этим занимаются, какой бред. Думаю, боже мой, фу, мультики пойду посмотрю. А по жанру хард это какое-то насилие? Имитация какого-то насилия? Ну нет, это не имитация насилия. Большинство порно-площадок, типа как Хаб там или не знаю, там с видео запрещают сцены прям откровенного насилия, то есть там даже нельзя снимать типа порно со спящими людьми. Это считается типа как будто они не соглашаются в полной мере. Это просто съемка жесткого, очень жесткого секса. Как устроена порноиндустрия? Что самое выгодное? Сниматься со студиями, которые сами выпускают ролик с тобой, или снимать свой личный контент, либо есть какие-то еще другие способы заработка вот в этой сфере? На самом деле, если снимать свой личный контент, очень многие, очевидно, этим занимаются, но ты никогда не наберешь очень большую аудиторию. То есть нет, есть какие-то там модели, которые, возможно, набирали там какие-то аудитории, просто снимая там, какие-то видео, они залетали там, я не знаю. Но в основном это история про то, что если ты хочешь плюс-минус какую-то медийность получить в этой индустрии, ты так или иначе будешь сниматься на студиях. Потому что они заплатят тебе один раз, они заберут права на твое видео, получается, но они тем самым тебя и будут пиарить, потому что у студии уже есть аудитория. И как бы они оставляют там твой ник, либо там, не знаю, ссылку на твой канал, там, по-разному, опять же таки. И в любом случае люди видят твое лицо, тебя как бы, и ты уже хоть кто-то узнаваемый. Сейчас какой примерно гонорар за видео подобного жанра у студий? Смотря на что ты согласишься. Ну вот примерные расценки какие? Варьируется от... Я слышала самую вообще минимальную цену, которую я слышала, 3000 рублей, до, не знаю, наверное, бесконечного вообще какого-то числа, смотря в чем ты, опять же таки, готов сниматься и насколько тебя хотят именно снять. То есть ты, очевидно, можешь себе заломить любую цену, если прям тебя так захотят снять, я не знаю, может быть, тебе столько заплатят, может нет, это, все решается индивидуально. То есть есть тоже какая-то медийность, к ней все стремятся, и известным актрисам платят больше, и у них больше, скажем так, выбор, что они будут делать? Скорее, тебя вот снимают на одной студии, если твое видео залетает, если ты, очевидно, формат, соответственно, скорее всего, многие другие студии тоже будут заинтересованы с тобой поработать. Но бывает и так, что просто тебя отснимут во всем шлаке, который вообще можно, на который ты вот максимально согласишься, и просто, все, тебя не в чем будут уже снимать, и у тебя уже не будет предложений. Все по-разному. А ты сама работаешь, выбираешь, чем ты будешь сниматься, или у тебя есть специальный агент, с которым ты советуешься, выбираешь проекты? Ой, не, агента у меня нету, это вообще какой-то ужас на самом деле. То есть у меня изначально была вот как бы девочка, которая меня с этой индустрией познакомила, но познакомила она меня как? Она говорит, вот там я твой агент. Я только недавно увидела снэпы, которые она мне делала, то есть как бы мои фотографии, да, все такое, чтобы отслать их на студии. Я такой страшной не была никогда в жизни. Я вообще не представляю, как это, что это. И она говорит, ой, вот, а почему ты вот сейчас снимаешься, и мне не платишь там, типа, вот там что-то там, не ссылаешь ко мне, вот это все. И я такая думаю, боже мой, а почему тогда меня не снимали почти год никто? И вообще, каждый раз, когда я прихожу, типа, куда-то сниматься, меня спрашивают, что с тобой произошло за год? Я такая, да ничего, типа, я не знаю, может, подхудела на пару килограмм, очевидно, не настолько сильные изменения. Вот. А когда я увидела эти фотографии, я поняла, боже ты мой. И как бы, вот подобное халатное отношение сталкивается, на самом деле, куча девчонок с таким. Девочка приходит, ее сейчас будут
жестко трахать на видео. Возможно, это вообще первый опыт в ее жизни. Возможно, у нее вообще там, я не знаю, раньше не было даже близко такого опыта. И она просто остается одна, без какого-то человека, даже в поддержку ее. То есть никто не пришел на мою первую съемку, как бы там никто вообще там ничего. Просто получили процент за то, что меня привели на студию, и, очевидно, я нигде раньше не снималась. Есть ли в этом какой-то элемент развода, что молоденьких девочек без опыта, возможно, с какими-то моральными трудностями, таким образом обманывают, чтобы за маленькие деньги их отснять и получить свою выгоду? Да я не то чтобы я не замечала никогда какой-то массовой пропаганды того, что, боже, давайте снимайтесь в порно, да, тебе же так нужны деньги, там стипендии, все такое, типа там кредиты, давай закроем. Не, ни разу не видела такого. То есть скорее очень многие и так понимают, что есть сейчас вот дофига этих сервисов типа OnlyFans и всяких, то есть ты на своем вот этим вот порно-контенте можешь заработать как угодно, по сути. Сейчас слишком много, наверное, для этого, я не знаю, площадок, то есть кто готов на это в принципе изначально, тот, ну, так рано или поздно, наверное, придет к этому, я не знаю. Именно сниматься, именно так, чтобы это осталось в интернете, именно так, чтобы это было ссылка на твое имя. Скорее, многие девочки не хотят этого, потому что, ну, там родители не поймут, там вдруг там дети увидят, ну, все эти стереотипы начинаются. Поэтому ни разу не видел какой-то массовой пропаганды. Она была бы просто, ну, наверное, бесполезна. Ну, одно из самых таких вот моих зашедших в топ вот видео, он как раз одно из типа вот первых. Я, значит, прихожу на студию, меня красят, как бы одевают, и мне дают такие большие тапки-покемоны. Такие мягкие, такие, ну, прям вот для детей. Пикачу? Я думала, мне, типа, ну, пока меня красят, там туда-сюда хожу, там, типа, чтобы удобно было, ножки не мерзли. Пока не начался секс, я не думала, что мне в них будут снимать. Я такая, типа, что, тапки Пикачу? Типа, ну, это кого? Ну, то есть вообще, мне не было параллели того, что, типа, ну, что-то возбуждающее в девушке, что-то сексуальное, и тапки Пикачу. А костюм покемона, пижама, к ним полагалось? Что было еще в образе? Какие-то полудетские, полуподростковые какие-то, ну, в плане цветовой гаммы и расцветки. Там майка, трусы, все. То есть все-таки сильный процент людей, которые хотят видеть несовершеннолетнюю девушку рядом с собой. Ну, да. И для кого-то это просто, как сказать, ну, очевидно, некоторые просто видят, типа, ой, красивая девочка, типа, ага, и забавный, типа, у нее образ, и они, ну, не думают, типа, ей точно тут меньше 18, могу ли я это представить в своей голове? То есть такой жанр порно, как тин. Ну, то есть молодая девочка, которая как бы такая полуподросток, полудевочка, вот, и как бы по своей там фигуре, там, телосложению я плюс-минус навсегда останусь подростком, вот, и для многих это как-то, видимо, привлекательно в более такую лолитизированную сторону, вот, хотя, очевидно, Набоков о таком даже и не думал, я думаю. У меня есть родственница, поскольку я сама невысокая и, ну, такое специфическое лицо, она называла меня мечта педофила. То есть вот, да, это тот Мне самый... говорили приманка для педофила, приманка да-да-да. для педофила. Да, то есть мы, девочки, понимаем, о чем идет речь. Да. Ну, на самом деле, как бы, ну, ты когда живешь, согласись, ты не считаешь себя подростком. Даже если ты выглядишь как подросток, да. потому что ну, ты же живешь, типа, сколько там тебе лет, ты так себя ощущаешь, как бы, да, по своим поступкам меряешь себя. А когда просто люди как бы хотят, чтобы ты там играл какого-то подростка, и ты думаешь, так, до 18 лет мне спокойно продавали сигареты, после 18 лет ни разу. Что произошло? Такая проблема в обществе есть, она никуда не денется никогда, очевидно. Но лучше это будет кто-то действительно осознанный, кто-то вот такой вот снимающийся там в подобном контенте, чем это будут какие-то там страшные случаи. Даже не буду сейчас приводить пример криминальную Россию. Впрочем, это уже совсем другая история. Среди твоих клиентов на эскорт есть те люди, которые предпочитают вот такой образ, более лолитизированный? Да. Большой процент? Нет. Самый странный сценарий к порно, который тебе предлагали, самый странный сюжет?
Да, был один такой, я вообще на самом деле охренела, когда мне сказали об этом. Значит, предлагалось мне, значит, вот как будто бы там, парень и девушка, да, вот, как будто бы, значит, внимание, я, значит, сижу дома и занимаюсь тем, что я произвожу забавные шапки какие-то. Приходит мой парень и говорит: я знаю, как нас прославить и продать большинство твоих шапок, типа. И я такая: как же? И он такой: смотри, есть порно-кастинг в интернете, ты должна себя огурцом залить это все типа на видео, вот, и если мы победим, то мы продадим твои шапки. Я тогда смирилась только с мыслью о тапках, о покемонах. Я как бы не была готова к следующему. Очевидно, с корнеплодами в любовь мне не входило в планы вступать. И вот я даже не думала, что кто-то... На самом деле, все, что ты, наверное, можешь вот себе вообразить в голове, я убедилась, на это рано или поздно кто-то снимает или снимет порно. Вот, наверное, все, что угодно. Что в порно фейк, а что нет? Очевидно, там не делают ничего того, что... даже 90% из того, что на видео показано. Актеры никогда не в актрис, надо понимать. То есть это фейк. Да, можно сколько угодно как бы спрашивать, как это, что это и так далее, я не обязана объяснять детали. Очевидно, очень мало кто на съемках получает какие-то эмоции, в основном все их просто играют. Никогда вообще, вот абсолютно никогда любое какое-то жесткое действие, показанное в кадре, типа там за волосы, там кто-то там типа взял, там, или там, я не знаю, как-то шлепнул, типа там что-то еще. То есть, если актрисе больно, она остановит это 150 раз там поистерит, и 150 раз там еще откажется сниматься. И как бы, ну, никто не даст на самом деле делать себе так больно, как вот фантазируют. Слушай, ну вот бывает такое, что приводят тебе партнера на какую-то съемку, и ты понимаешь, блин, ну вот с ним точно нет. Вот нет, и все. Бывает такое, или ты абсолютно Это абстрагируешься? работа. Ты не смотришь на внешность. У каждого свой характер, у каждого там своя манера, у каждого там свои заебы, тараканы, проблемы и так далее. И ты как бы... Твоя задача снять контент, уйти. Все. Актеры же в театре, они же, ну, не будут там, не знаю, всей труппой думать: ой, кто там мне нравится, кто мне не нравится. Там выйду на улицу, гляну на село, какой там у нас новый актер в труппе. Ну, это бред. Так же и там. То есть секс не является чем-то каким-то особенным. Когда ты готов сниматься в подобном жанре, когда ты готов, что это прямо сейчас, на это, я не знаю, пару миллионов человек. И ты, очевидно, понимаешь то, что это не считается уже каким-то твоим чем-то личным, чем-то вот это вот спешл, типа вот какой-то вот чем-то огражденным, какой-то вот такой обстановкой романтической, как у многих людей, да. Это стирает приватность, это стирает какую-то особенность, поэтому ты к этому относишься, как, не знаю, как человеку руку пожать. Просто это... Ты понимаешь, что это такая же базовая вещь, которую делают все, просто не все признаются в каких-то маленьких своих тайных желаниях. А как происходит знакомство с партнером? Ты же не знаешь, кто будет в роли того самого мужчины. Ну, нет, не знаешь, особенно когда ты первый раз приезжаешь, как бы ты вообще никого из актеров не знаешь. Актеры снимаются годами, и они снимаются гораздо дольше, чем большинство девочек, потому что девочку постоянно хотят новую зрители в кадре, и поэтому объективно не меняются чаще. Актеры снимаются довольно как бы дольше, и у них больше опыта, и как бы они уже сами тебе подсказывают, там, как, что, куда. В основном приходит сначала девочка, как бы пока там ее красят, не красят, все такое. Потом приходит актер, там, через час, там, полтора, пока там девочку накрасят, цвет выставят, все это сделают. Ну как? Так и знакомитесь как-то в процессе. Ну, не знаю. Ну, просто это работа. Вы просто, как бы, вы не обязаны тут сейчас, я не знаю, влюбляться друг в друга и, там, не знаю, что-то действительно там переживать. Вы обязаны сыграть просто красиво. Ну, как-то вот так. На каких платформах ты работаешь? У тебя есть фанс, какие-то еще сервисы, где ты публикуешь свое творчество? Есть вообще, наверное, все, что можно охватить, наверное, я не знаю, все, что есть, наверное, у меня везде какие-то там аккаунты есть.
значимую часть из пассивного всего дохода вот, мне как раз вот приносит видео. Хаб очень часто попадает типа, там, в теневой бан, потому что он постоянно там видит там, подозрительную активность, там он вот это все. Там просто очень много накручивают как бы себе подписчиков, очевидно, окей. Потом, что еще? Бусти, Patreon. Опять же таки, видео на заказ, которые там, не знаю, меня просят, я могу снять. Очень часто спрашивают, есть ли ВИР, но я не знаю, я не знаю, как мне вот в реальном времени вот смотреть вот на изображение человека и изображать там что-то из себя вот прям вот вживую. Одно дело, когда ты можешь снять кучу дублей, другое дело, когда ты не можешь снять кучу дублей, ты прям вот так вот, и поэтому я говорю, ВИР-то нету, отстаньте от меня. Сколько сейчас Xvideos платит за просмотры? У тебя там, я видела, миллионы просмотров на отдельных Этим видео. занимаюсь Сколько? не я, как бы за определенный процент это делают совершенно другие люди. Мне просто как бы скидывают, сколько как бы у меня есть. И я знаю, что меня не обманут, я никогда это не проверяла, в подробности не вдавалась, потому что, очевидно, забивать этим голову я не хочу. Какая платформа получается самая выгодная для самопродвижения? Трудно сказать. Смотрю, какой контент, какой жанр. Понятное дело, что если там, не знаю, снимаешь сольники, то типа вебкам, не знаю, наверное. Когда ты хочешь получать деньги с просмотров, как бы это инициатива уже актеров. Вот, это как бы вы там уже сами это все кооперируете, сделаете и так далее. И как бы съемка, аренда, там, я не знаю, оплата за электричество. Ну, типа, мы все, типа, вкладываем какие-то деньги так или иначе, даже для того, чтобы просто, ну, кому-то там из актеров приехать там, в какой-то другой город, чтобы посниматься. Потому что мы понимаем, что как бы это для нас же нужно. Очевидно, никто не будет, типа, просить, там, ходить с тобой, просить, ой, ты не хочешь получать пассивный доход со своих просмотров, давай, пожалуйста, снимись. Это ваша инициатива. Ты работаешь на западную аудиторию или и на Россию, и на западную аудиторию? Ну, мне, если честно, наверное, больше как-то самой выгоднее, типа, Россию, потому что для меня это прямая реклама, как бы, времяпрепровождения со мной. Очевидно, мне не особо как бы интересно, если там какой-нибудь, я не знаю, Стив в Америке будет сидеть и такой, типа, о май гад, я хочу с ним время провести. Ну, мне гораздо будет интереснее, как бы, если это будет в России. Вот. А так, как бы, ну, я вообще очень часто натыкаюсь на ссылки сайтов, я не знаю, это может быть корейский, может быть китайский, я не разбираюсь в иероглифах, но очень часто, в общем, я попадаю в какие-то популярные видео к азиатам вообще. Если мы поговорим про как раз вот с тобой хотят провести время, они приходят как раз, получается, с порно-роликов к тебе в канал, в Телеграм, или как-то еще тебя находят? Что это за люди, что они тебе пишут? Ну, типа, привет, это правда ты на видео? Типа, можно с тобой встретиться? Ну, то есть людям, в принципе, наверное, интересно увидеть меня вживую. Иногда очень небольшое количество раз меня узнавали на улице, и это было очень ужасно. Типа, делает он, а стыдно мне. Это испанский стыд в плане того, что люди ведут себя как школьники. Типа, ой, крутые видосы. Как будто, вот, я не знаю, женщину первый раз голую увидел, он такой, сиськи. Ну, то есть они как-то дико стесняются, я понимаю, что это очень табуировано в наше время, и как бы у нас в стране это, очевидно, не самое распространенное, наверное, что может делать девушка, и чем она может, наверное, стать популярной. Ну, я как-то не знаю, просто стояла постоянно, мне было больше стыдно, чем им. А так, ну, просто люди постоянно спрашивают, как бы, практически одни и те же вопросы, но я на самом деле их понимаю, мне бы тоже, наверное, было интересно, если бы я не соприкасалась никак с этой сферой, была всего лишь зрителем, и тут вдруг я вот могу пообщаться как-то вот с тем, на кого я смотрю. Ты помнишь свою первую встречу реальную с человеком, который тебе написал, вот с таким вот твоим поклонником? Как это было, какие эмоции ты испытывала? Не было ли тебе страшно? Потому что мне бы, например, точно было бы страшно идти с незнакомым чуваком вот на такую встречу. Нет, мне не было страшно. Я вообще, на самом деле, ну, то есть как, мне накануне вечером написал там, молодой человек, там все такое, он как бы из списка услуг запросил довольно много, я ему озвучила довольно круглый ценник, я думала, типа,
Ну, наверное, типа, он, скорее всего, сольется, я такая подумала и вообще легла спать. Он хотел со мной встретиться на следующее утро, я просыпаюсь утром, и он такой, типа, вот, ты уже проснулась, давай встретимся. Я такая, ладно. Сначала он такой, может, типа, в ресторан пойдем на завтрак, я такая, ну давай. Он мне тоже какие-то вопросы задавал, он образованный, галантный, интеллигентный молодой человек, как бы мило с ним пообщались, мне даже самой было с ним, наверное, интересно. Ну да, он не был одним из самых скучных, очевидно. Озвучила какие-то рамки, да, дозволенного, что, ну, как бы я боль никакую там на самом деле не терплю и все такое. Он такой, да-да-да, я понимаю, вот. Ну и в результате как бы ничего сверхъестественного на самом деле и не было. А что он попросил? Из списка услуг ты имеешь в виду? Есть вот такая фраза, а как в порно, можно? Это отдельная такая строка в списке, да, там, и как в порно. Да, вместо реально, типа, вот это вот как в порно, то есть, когда мужчина, видимо, хочет почувствовать себя на месте порноактера, что, в принципе, наверное, порно так и предполагает, то есть, что мужчина ставит себя подсознательно, возможно, там, на место порноактера, не знаю, как у них так это работает. Большинство, как бы, моих, я не знаю, фанатов, я не знаю, как их называть, думают, что это все взаправду. И чаще всего я получаю один тупой вопрос. Сколько стоит с тобой переспать без его? Я просто думаю, почему ты этого хочешь? Ну, то есть все, типа, сдают там бесконечные справки, как бы анализы и все такое. Одно дело, когда ты снимаешься, это все постановочно. Другое дело, когда люди себе просто как-то фантазируют, идеализируют образ в голове. Мне требуется служанка. Для того, чтобы готовила пищу, доила пару коз, отвечала на телефонные звонки, вела социальные сети. Харассмент гарантирован. Ты как-то о своей безопасности физической, своего тела, своей оболочки беспокоишься? То есть у тебя есть, допустим, какой-то забитый номер, приезжает охрана, или с кем-то ты доставляешь связи, контакты, куда ты поехал, чтобы, если какая-то экстренная ситуация, ты могла спастись? Ну, если меня прям очень сильно смущает вот куда-то место, в которое я еду, что я делаю крайне редко, потому что на самом деле я такой пугливый олененок в этом плане, наверное. То есть если на этапе переписки даже мне вот что-то не понравится, вообще вот плевать, что ты просто как-то, у тебя голова как нейросеть начинает работать, когда ты столько людей просто пропускаешь через общение. Если тебя вот что-то вот смущает, вот типа что-то не то, и ты думаешь, блин, лучше я потеряю эти деньги, останусь дома. И хотя бы со мной все будет точно хорошо, чем я поеду, и вот, возможно, вот это вот голосок внутри, возможно, вот окажется прав, не дай бог. Самый твой такой денежный клиент, какую сумму у тебя оставлял? За раз. Угу. Был один чувачок такой, он, сколько он мне заплатил? 140 тысяч за час. Ну, то есть он там вот все, что возможно представить, вот он вот это вот все и вот взял. За час он все это успел сделать? Да. Иногда некоторые хотят снимать весь процесс на видео, очевидно, без права публикации, потому что я его, во-первых, не давала, это другие деньги. За какую-то определенную доплату и сумму я разрешаю некоторым людям оставлять это в частной своей коллекции, как бы снимать этот процесс на видео, потому что, ну, очевидно, если они сольют это в интернет, для них ничего хорошего не будет. Я думаю, они сами это понимают. Для них даже резон этого не будет делать, очевидно. Вот. Есть просто такие вот ценители вот порно-актрис. Чувак вот захотел на видео как бы записать, что там было, секс, типа там грубый секс, там вот эти все, короче, вот эти хэштеги, которые вот у меня под видосами стоят, вот он их потом понабрал. Очевидно, опять же таки, мне никто неприятно не сделал. Сейчас примерно со сколькими мужчинами ты встречаешься? Я их не считала. Счастливые девушки счет бокалом выпитого вина и любовником не ведут.
Среди твоих постоянных клиентов больше очень обеспеченных людей, так скажем, обитателей какой-нибудь Рублевки, Новой Риги, либо это те парни, которые вот прям копят навстречу и, скажем, ближе к среднему классу? Скорее первое. Вообще не могу вспомнить кого-то типа без денег. Мне человек говорит, что он хочет, я ему озвучиваю цену. Цена не поменяется. Если цена устраивает, отлично. Если нет, значит нет. Я не торгуюсь никогда, потому что я не овощи на рынке. Ну да, это было бы странно, это не та сфера, где можно торговаться. Для многих это Есть это не скидочники, странно. есть скидочники. Да, есть люди, на самом деле, не знаю, мне было бы самой, наверное, стыдно просить за подобное как бы скидку, если честно. То есть это же не какая-то услуга, типа, которая там, не знаю, по полюсу ОМС тебе типа положена. Ну, то есть это эксклюзивная услуга, по сути. И это услуга, которая очень, как сказать, может подстроиться под тебя. То есть я очень, наверное, гибкая к своим клиентам, и, очевидно, у меня были разные запросы. И мне, наверное, нравится вот именно когда человек вот свои желания как бы исполняет со мной. Это как бы как фея-исполнительница своих желаний. А если мы говорим про тех, кто пытается к тебе попасть на эскорт, какие самые странные бывают предложения? Могу назвать прям топ. Секс в туалете аэропорта, секс в лесу Битцевском ночью. Это был битцевский маньяк, да? Нет, До того, как его поймали. Я об этом задумалась только, наверное, когда меня уже высадило такси, вот как бы вот темный лес, а он хотел, чтобы я еще сама в лес туда зашла, ну типа, ну, короче, неважно, это я не буду детали рассказывать. Впрочем, это уже совсем другая история. Короче, ну просто вот я должна была типа по роли игры, как бы, которую мы, вот, типа, вот он хотел, чтобы мы играли, должна была сама зайти как бы в лес. Очевидно, я такая думаю, не, чувак, я тебя не знаю, выходи ты как-то сам. Вот. И только тогда я подумала, думаю, вот кто из нас больше психопат? Я что тут, я действительно приехала, и вот тут его жду у темного леса ночью, не знаю, в конце весны. Вот. Ой, в конце зимы, извиняюсь. Тогда еще снег там местами лежал. Вот. И либо он, который думает, что он, я не знаю, даже если бы он и был каким-то маньяком, что действительно кто-то осмелился к нему бы приехать. А то, что просили, но то, что не реализовалось? Если называть это... Если называть те случаи, которые не приступали, меня, точнее как, не сподвигали меня переступить грань закона. Один чувак хотел, чтобы я занялась с ним сексом на видео. Причем самому грязному проявлению секса, и при этом он как бы просил отослать это видео одному человеку, своей бывшей. Необычный способ отомстить девушке. Я не в любовном треугольнике, очевидно, поэтому я такая, типа, нет, чувак, говорю, у меня видео только для частных коллекций, без права всяких там бывших. Вот, потом что еще было такое... Какие-то взаимодействия с едой, водой, чем-то, короче, съедобным, вот чем угодно. Всякие там тоже предлагали, как бы, ну, каждый там свои извращения. Самый дорогой подарок, который тебе делал твой поклонник. Вот было такое, приходите вы в бутик Шанель, он покупает тебе там условно то, что ты ткнула пальцем. Могу, наверное, из каких-то таких вот последних, которыми дарили... Ну, не так, что мы прям пошли по магазинам. То есть мы на людях, очевидно, редко появляемся с кем-либо. Мне дарили шубу. Мне дарили MacBook Air последний. iPhone 15 Pro. Я не выпрашиваю никогда подарки, я могу, типа, вскользь там упомянуть. Типа, ой, там, типа, я бы хотела, там, то все такое. Никогда назойливо, типа, не стала бы выпрашивать что-то. Как бы, ну, очевидно, мы встречаемся за кэш, и всем понятны условия встречи. И подарки это, как сказать, приятный бонус, если человек сам захочет. Вот А так. сама ты сейчас на что тратишь? Ты, может быть, копишь на квартиру, на машину, или ты уже закрыла все свои базовые потребности? Нет, я не закрыла свои базовые потребности, далеко нет. Да, я в моих планах купить себе квартиру где-нибудь в районе Хамовников. Отлично. Миллионов просто так за 30. район. Ну, там уже и за 300 можно Если вдруг кто присматривать. хочет подарить.
Да, самое, Очевидно, я всегда готова. самое время об этом заявить на весь YouTube, естественно. Я уверена, что желающие найдутся. Ткнет пальчиком, а вы Ты мне в этом приобретете. поможешь. Да, обязательно. Мы нашли друг друга. Да. Скажи, пожалуйста, самая большая сумма, которую ты зарабатывала в месяц, все вместе сколько получается? Если считать эскорт, съемки, какие-то донаты и все такое прочее, 1 200 000. Ну, если что, Лилит купит себе эту квартиру сама, как вы поняли. Ну, очевидно, я не рассчитываю на кого-то, и всегда есть только свое плечо всегда есть. Ты наверняка видела фильм с Джулией Робертс «Красотка». Все продавщицы жутко злые. Да, к людям они недобрые, но только не к кредитке. Видите юную даму? Да? У вас есть что-нибудь столь же прекрасное? Мы хотим потратить неприлично много денег. Урывками. Полностью Да, не смотрела. Да. Были ли у тебя клиенты, которые хотели вот тебя так вот облагодетельствовать? Какие-то подарки, возможно, начать с тобой встречаться, сделать своей девушкой, которые эмоционально к тебе привязывались? Наверное, только таких сейчас примерно и оставила. Ну, то есть, очевидно, мне не обязательно сейчас как бы работать прям на поток какой-то, и скорее, наверное, даже того человека, который захочет просто ко мне там на пару часов и типа просто для того, чтобы какие-то свои фантазии удовлетворить и забыть, ну, скорее всего, с таким же сама не встречусь. Ну, наверное, каждому вот своему постоянному такому вот клиенту я сама чувствую какие-то, наверное, такие эмоции привязанности, то есть у нас там с ним там, могут быть общие шутки, общие темы для разговора, там, я не знаю, общие там какие-то увлечения, общие темы, там, я не знаю, напоржать даже просто, вот, как бы, ну, они все люди, и они все хотят общения, как и я тоже человек, и я люблю общаться, и основа эскорта — это не секс на самом деле. Очень многие думают, что ну вот как бы что, я вот пришла, вот я вот сексом занялась, давай мне мои деньги, вот, а как бы в голове у меня будет вата. И очень многие просто мне жаловались на то, что отдавая какую-то слишком большую сумму, они получали просто, ну, очевидно, собеседника, который не может поддержать, там, не знаю, большинство тем разговоров каких-то. То есть ты больше даже как гейша, как компаньон, товарищ? Ну, гейша. Не знаю насчет гейши. Там не то, чтобы прям настолько сильно владела какими-то искусствами. Ну, скорее, больше как досуг. То есть я девушка для досуга, я не девушка для того, чтобы просто, там, не знаю, потрахаться и уйти. Как твои друзья относятся к твоей профессии? Все принимают, все понимают? Или кто-то отвалился? И есть ли хейтеры? Я человек простой, на самом деле. Если я не нравлюсь, вон дверь иди, как бы. Очевидно, друзья, они с тобой дружат не потому, что там где-то снимаешься или нет. Поэтому, если вдруг кто-то со мной захотел там прекратить общаться или там, не знаю, даже не начинать, с катертью дорожка, господи. В мире дофига людей, и как бы я никого в своей жизни, очевидно, не держу. Но, опять же таки, я не делаю ничего такого, что вызывало бы какие-то споры в плане, я никого ни к чему не призываю, там, никого, там, не знаю, не стращаю на что-то. То есть у меня даже это не подвергается никакому оспариванию. То есть это там не... Там... Ты делаешь людей счастливыми. Да, я жрица любви. И фея оргазма. Ну, типа того. Как бы я вот недавно подумала, вот представь, вот я умру, а видео со мной останутся. Да. И вот сколько лет еще люди, вот глядя на меня, будут вот получать удовольствие. Причем, обрати внимание, в твоем просто лучшем состоянии, молодая, красивая, и все тебя будут любить точно несколько веков. Но просто вот Лилечка Брик может позавидовать, мне кажется. Не знаю, возможно. Ну, вот мне наоборот кажется, что я делаю какую-то социально полезную вещь в плане того, что чтобы отрицать, осуждать и как-то негативно относиться к порно, нужно делать только одно. Никогда его не смотреть самому. Потому что если ты его смотришь, то какого хрена ты осуждаешь людей, которые там снимаются? Это логично. Ты такая же часть рынка этого потребления, вообще этого всего. То есть не было бы тебя как зрителя, не было бы настолько табуированного контента, который снимается, не было бы вот этих вот всяких вот пабов и так далее, то есть, ну, не было бы потребности.
Так не смотри порно. Ты получаешь удовольствие от своей работы, судя по всему. Да. Ты доверяешь мужчинам или все-таки это такие существа, которых вот следует как-то вот опасаться, не доверять, не верить? Люди вообще существа, которых нужно опасаться и не доверять, и не верить. Ну, то есть мужчина, женщина, для меня еще разницы нету. То есть для меня либо человек поступает по совести и нормально, ну, либо человек в моих глазах не человек. Очевидно, и мужчины, и женщины могут обмануть, и мужчины, и женщины могут задурить голову, и сколько вообще в наше время мошеннических схем и все такое прочее. Наверное, даже собственной тени нельзя доверять, она тебя тоже покидает в полдень. Твоя работа мешает тебе создавать эмоциональные связи? То есть ты сейчас в отношениях или нет? И хотела бы, и вообще мешает ли тебе работа сближаться с мужчинами вот для сердца, для отношений? Я, наверное, никогда не стремлюсь к базовой модели вот этой вот, типа, понимания вот ты только мой, я только твоя, давай мы там вдвоем, типа, уедем в закат. Ну, не знаю, для меня это как-то, наверное, не для меня что-то, очевидно. Слишком сказочно, слишком скучно, слишком лживо как-то. Наверное, меня устраивает, что у меня вот куча людей, которые за мной готовы ухаживать, я готова принимать эти ухаживания, дарить им свое время. Наверное, я не хочу чего-то более близкого, тем более близко подразумевать какие-то обязательства. Мне, очевидно, они не нужны. Я как бы и с человеком, который хочет от меня подобного, ну, очевидно, нам пока что не по пути, это точно. Ты хочешь свою семью, ты хочешь детей? Да, я детдом хочу взять. Очевидно, что, возможно, я когда-нибудь и сделаю, надеюсь. Как ты видишь свое будущее? Ты планируешь сниматься в порно всю свою жизнь или ты думаешь, что дальше будет что-то другое? Что именно? Ну что значит всю свою жизнь? Я не знаю, сколько я проживу. Это как в этом, в «Мастере и Маргарите». Вы когда умирать собираетесь? Ну, я как бы не могу планировать свою жизнь, там, не знаю, десятилетия вперед. Очевидно, это будет смешно, потому что никто не знает, как бы, ну, не знаю, ближайшее свое будущее. Я всегда найду, чем я могла бы заняться, смотря как вообще, какой тропой поведет меня жизнь, скажем так. Потому что обстоятельства меняются, мир меняется, люди меняются. В стольких переменных очень трудно найти какую-то свою вот постоянную, так что прям до конца жизни думать. А о чем ты мечтаешь? Обрести в самой себе вот до конца, наверное, какие-то вот те недостающие вот мне всегда какие-то качества. Я постоянно от себя очень много требую, от самой себя. Наверное, очевидно, никто от меня никогда не потребует больше, чем я. Я сама свой самый худший критик вообще всегда. Я потому что всегда, вот я даже какие-то видео смотрю и думаю, блин, нужно было вот так сделать, надо было вот так сделать, блин, а вот тут вот так вот, а вот тут вот так вот. И я постоянно придираюсь сама к себе, и я понимаю, что я никогда не смогу, наверное, самой себе понравиться. Наверное, когда-нибудь мечтаю сделать что-то, что я вот буду смотреть на это и думать, господи, вот это вот я сделала шедевром. И не обязательно это будет видео, это вообще что угодно, вот что угодно, что я сделала в жизни. Это пойдет в века. Друзья, наш выпуск, к моему огромному сожалению, подходит к концу. Я уверена, Лилит никого не оставила равнодушным, и поэтому, конечно же, все ссылки на ее соцсети в описании. Вас я целую, лайк, подписка и пока-пока. Блин, это блестяще, спасибо огромное всем.